Всем привет! Сегодня хочу вам показать, как вяжется вот такой красивый узор сетка. Вариантов его много, но мне приглянулся именно этот, и я захотела с вами поделиться. Сетка не крупная, поэтому подойдет, я считаю, и на футболки, и на майки, и на кофты, и на свитера легкие летние или осенние. В общем, очень универсальный узор. Получается у него 4 ряда раппорт и 4 петли. Схему на узор я оставлю в описании, можно будет скачать. И вам сейчас наглядно покажу, как вяжется этот узор и небольшие нюансы к нему. Так, первую снимаем петлю. Делаем один накид на себя. Обязательно накиды на себя. 2 петли дальше. 2 петли вместе с наклоном влево. Потом разворачиваем петли. Тоже 2 петли, только с наклоном уже вправо. Вот так вот. Потом идет 2 накида на себя. 2 накида. И опять 2 петли вместе с наклоном влево. Разворачиваем 2 следующие петли. И с наклоном 2 вместе с наклоном вправо. И опять 2 накида на себя. 2 петли вместе с наклоном влево. Разворачиваем 2 следующие петли. И тоже провязываем их 2 вместе с накидом вправо. И так дальше до конца ряда. И 1 накид в конце. И провязываем изнаночной кромочную петлю. Итак, первый нюанс этого узора, то что мы начинаем везде по 2 петли, а в начале ряда 1 петля накида и в конце ряда 1 петля накида. И не забываем про них. Обязательно не в конце про 1 накид, не впереди. Накид в первом ряду. Дальше второй ряд у нас просто изнаночными. Если мы по кругу, то значит просто лицевыми. Но так как мы изнаночные, вяжем поворотными рядами, у нас изнаночные петли будут. И тоже расскажу вам нюанс. 1. Так, изнаночные петли провязываем. Вот доходим до 2 накидов. И как их провязать? Мы первую петлю провязываем за переднюю стенку, вот так, а вторую петлю за заднюю стенку. Если мы провяжем, сейчас я накину опять, если мы будем за задней только вязать, у нас не получится 2 петли красиво. Вот смотрите, они, во-первых, будут прокручиваться непонятно что. Если мы вот так вот первую за заднюю, вторую, тоже будет прокручиваться некрасиво смотреться. Видите, впереди вообще некрасиво. Обязательно первую петлю за переднюю стенку провязываем, а вторую петлю за заднюю. И получается впереди красиво.
Вот такой нюанс. Опять за переднюю стенку, второй накид за заднюю. Так дальше до конца ряда. Кромочная. И кромочная петля. Так, третий ряд. Третий ряд у нас, так, первую петлю снимаем, у нас идет первые 2 петли мы провязываем, разворачиваем их и провязываем 2 петли вместе с наклоном вправо. Потом 2 накида и 2 петли вместе с наклоном влево. Дальше разворачиваем 2 петли и провязываем вместе с наклоном вправо. Вот все то же самое, только смещенный немножко узор получается. Начало чуть-чуть другое, а так в середине тоже, что было в первом. Так, 2 накида, 2 петли вместе с наклоном влево, 2 петли вместе с наклоном вправо и так дальше до конца ряда. И в конце заканчиваем 2 петли вместе с наклоном влево. Вот так. И четвертый ряд просто изнаночными, точно так же, как и первый, как и второй ряд. Вот такой получается очень классный узор. Если вам понравился этот узор, то оцените, пожалуйста, это видео лайком. Мне очень будет приятно. Можете оставить комментарий или поделиться какими-нибудь своими узорами сеткой. Мне будет интересно узнать еще какие-то варианты таких узоров. Все, всем спасибо, до свидания.